Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Сегодня будет видео о коллапсе пчел или об осеннем слете пчел. Это такая страшная штука, когда приходишь к улью, открываешь его, там он стоит с полным комплектом рамок, на рамках полно меда и ни одной пчелы. Или другой вариант, одна маленькая маточка и горсточка пчел осталась в улье. Всех пчел, как корова с ляльком слезала, нету ни одной пчелы, ни живой, ни мертвой. И это явление стало довольно часто, и, допустим, в нашей местности довольно уже часто оно встречается. Так вот, сегодня будет видео как раз таки об осеннем слете пчел, потому что в комментариях просили рассказать, как там у меня дела. Предыстория такая: у меня 3 года подряд слетали пчелы, а до этого у меня этого слета никогда не было. Я даже не знал, что это такое. Но один прекрасный день пришел, открыл улей, ни одной пчелы в нем нету. На следующий год у меня слетело около 5 семей, по-моему, а на следующий год, то есть на третий, слетело около 30% всей пасеки, что, в общем-то, было для меня очень сильным ударом. Ну вот уже, по-моему, последние 3 года у меня ни одна семья не слетела. То есть слетов у меня не стало, перестали они у меня слетать. Эту проблему я решил, нашел решение. И, собственно, сегодня будет видео об этом. Поэтому сегодняшнее видео я снимаю с точки зрения пчеловода, у которого этой проблемы уже нет. Она уже для него решена, пройденный этап. И, в общем-то, чужие возгласы нелепые меня уже не интересуют. Чужое мнение тоже абсолютно не интересует. Оно меня интересовало, когда у меня только эта проблема появилась. Тогда я действительно пошел по местным пчеловодам, пошел в интернет спрашивать, может кто стыкался, может кто знает причину. Но, как вы сами понимаете, кто с этим столкнулся, ничего внятного никто вам ничего не скажет. Ни местные пчеловоды ни черта не знали, версий много, толку ноль. Ни интернет, собственно, тоже ничего нормально не говорил. Куча догадок, куча версий, но на самом деле результата никакого нет. Пчелы у людей как слетают, притом слетают очень жестоко, целыми пасеками. Позапрошлый год у нас даже по весне продавались куча пустых ульев целыми пасеками, потому что пчелы пропали. Некоторые самые развитые даже писали заявление в милицию, что у них украли пчел осенью. Улей стоит с медом, а пчел ни одной нет, струсили пчел ночью. У нас и такие чудеса были. Но, в общем-то, трагедия, конечно, была страшная в нашей местности. Но в то время, когда у людей уже была эта страшная трагедия прошлый год, у меня все семьи сидели на месте. Ни одна не слетела. Ну, а теперь будем идти по порядку. Значит, когда у меня первый раз это случилось, для меня это была новость. Я причины не знал, я не знал, куда бежать. С каждым годом ситуация все хуже и хуже. Я в полном отчаянии, расстроенный. Судорожно ищу причину. Провожу кучу экспериментов. Пробую, пытаюсь, ничего не получается. Значит, первая причина, которую часто называют в интернете. Ну или, скажем так, одна из хитовых версий. Это электромагнетизм Земли. Якобы пчелиные семьи нельзя располагать в определенных местах Земли, потому что там электромагнетизм, там тыры-пыры, все туда-сюда. В общем, кто этим делом интересовался, тот обязательно натыкался на эту статью, которую написал какой-то человек, наверное, электротехник. Статья, конечно, глобальная. Человек провел огромнейшую работу. Даже мне было интересно очень почитать эту статью. Но, к сожалению, с истиной она ничего общего не имеет. Эта версия у меня разбилась о мои старые улья. У меня есть старые улья, которые даже давно уже не крашеные, у которых нету никакой металлической крыши. И нету металлических заградителей литков. На них вообще ничего металлического нету, кроме гвоздей, которыми эти улья сбиты. Вместо крыши лежит линолеум. И с этих ульев пчелы тоже слетали. Потому что там в интернете часто пишут, надо снять металлическую крышу, потому что она фонит, надо заземлить улей, надо поставить экранировку, чего вы только там не начитаетесь. Но я вам сразу скажу, что это тупиковый путь. Конечно, можете пробовать, но мне не помогло. Вторая версия, по которой я начал работать, это вирусы пчел. Якобы пчелы заражаются вирусами, начинают болеть. И, соответственно, начинает покидать улей, потому что пчела, которая умирает, летит подальше от улья, чтобы там где-то умереть. Если возьмете старую книжку, раздел болезни пчел, найдете там вирусные параличи, то там написано, что когда семья заражается вирусной болезнью, в частности параличем, семья действительно гибнет очень быстро, может гибнуть осенью, но дело в том, что там четко в книжке написано, перед ульем много мертвой пчелы. Когда происходит слет пчел, никакой мертвой пчелы перед ульем нет. Что касается того, что пчела улетает умирать подальше от улья, больная пчела. Ересь несусветная. Сколько я не проводил опытов, никакая пчела никуда улетать не умирает. Значит, что я делал? Я собирал пчел по пасеке, которые бегают уже по траве. То есть у которых вывернуты крылья, они уже умирают. Ну, понятное дело, что эта пчела уже не жилец. Летать она не умеет, упала на землю, крылья в разные стороны вывернуты. Не жилец. Я их собирал в жменьку и нес к улью.
И вот эти пчелы делятся на две категории. Пчелы, которые категорически в улей идти не захотят. Они действительно спрыгивают с прилетной доски и падают в траву. И вторая группа пчелы, которые упорно ломятся в литок, чтобы зайти в середину улья, даже если пчелы не из этой семьи. Ну, каких насобирал в траве, такие и были. Но, тем не менее, эта пчела упорно идет в литок, впрашивается в чужой улей и собирается, соответственно, жить. Если внимательно присмотреться на этих собранных пчел, то та пчела, которая убегает от улья, она худая, она без меда. А вот та пчела, которая лезет упорно в улей, она толстенькая, то есть она с медом. Из этого я делаю вывод, что пчела, которая упала в траву, то есть она уже доживает свои последние часы, потому что она все равно умрет, она до последней минуты хочет работать. От улья бежит та пчела, которая летит за медом. Вот если она из улья полетела за медом, и в это время у нее случился инфаркт, она упала на землю, у нее переключатель в голове, она летит за медом, даже если придется бежать лапами по земле пешком. Та пчела, которая возвращается с поля уже с медом, и ее схватил инфаркт, она упала на землю, она стремится вернуться в улей, чтобы отдать свой мед до последней минуты своей жизни. Пчела никуда не улетает умирать, она работает до последнего вздоха. Потому что пчелы это страшные прагматики. Никаких улетов подальше умирать от улья у пчел нету. Работать до последней минуты. Опять же, вы это все можете наблюдать, когда придете утром на пасеку. Утром пчелы из нижнего литка тянут мертвых пчел и выбрасывают их, ну, кто подальше от улья, а кто прямо возле улья. И частенько можно возле литочка наблюдать горстку мертвых пчел. Что за пчелы? Это те пчелы, которые умерли в улье ночью. Значит, что я еще делал по этому вопросу, чтобы точно убедиться, что вирус не виноват. Я полностью на половине пасеки закрывал в ульях литки, то есть наглухо. Никакая пчела туда не могла ни залететь, ни оттуда вылететь. Если бы пчелы помирали от вирусов, как рассказывают, то они бы умерли внутри улья, потому что никуда они улететь не могут. Но точно вам говорю, что ни одного такого случая не было. Все пчелы, которые были закрыты на месте. А вот та часть пасеки, которая была с открытыми литками, осталась осенью. Часть из них слетела, то есть пчел в улье нету. Вот вам и весь вирус. Третья версия, которую часто можно встретить на форумах и в интернете этот бред рассказывает, это то, что пчелы улетают из улья, потому что старая черная сушь. Мол, для них создаются невыносимые условия жизни, они бедненькие, должны улететь искать другой лучшей жизни, потому что пчеловод довел до такого состояния, старые черные соты, пчелы не могут жить, все, слетели. Так вот, вопрос первый у меня сразу возник, куда они полетели? Осень, глубокая осень, меду нигде уже собрать они не могут. Куда они полетели? Ну да, вылетели они из улья, прилетели, даже нашли какое-то дупло, поселились там, что они жрать зимой будут? А жрать-то нечего, и собрать жрать неоткуда. Значит, это прямое самоубийство семьи. А пчелы очень сильные прагматики. Никуда семья не рванет без меда и от меда, тем более осенью. Поэтому более бредовой версии представить себе невозможно. Второе. Опять же, обратите внимание, когда вы ставите на пасеке пустой улей, для того, чтобы туда поймался рой, туда рой вряд ли залетит. Если туда поставить светлую сушь или вощину, рой не залетит. Но если туда поставить старую черную сушь, туда, падла, обязательно залетит рой. Потому что пчелы очень страшно любят те улья и те дупла, где до них раньше уже жила какая-то пчелиная семья. И там в ней есть старые черные соты. И вот пчелы предпочитают селиться именно в таких местах, где раньше жили пчелы. И у них там есть черные соты. Об этом четко написано в книжках по пчеловождению. Если хорошо почитать внимательно, то там это есть. Пчелы предпочитают дупла и улья, где раньше жили пчелы. Поэтому версия со старой сушью вообще никак не подтверждается. Но тем не менее, я брал свои улья, всю черную сушь выбрасывал, ставил абсолютно новую вощинку, они тянули, абсолютно светлые соты на конец сезона, пчелы все равно слетали. В общем, версия это полное дерьмо, никак не подтверждается. Следующая версия, химические препараты. Якобы применение химических препаратов приводит к тому, что соты в себя впитывают весь этот шлам, скажем так, всю эту химию, стенки улья тоже впитывают в себя химию, и пчелы, опять же, создается для них невыносимые условия, покидают свою обитель и летят куда-нибудь, куда глаза глядят, где-то ищут лучшей жизни. Опять же, куда они полетели без меда, это к предыдущему варианту возвращаемся. Второе, проводил я эксперименты по поводу этой химии, переселял пчел в абсолютно новые ульи, слетают.
менял сушь, слетают. Выделил часть семей на пасеке, которые вообще никакой химии не обрабатывал. Абсолютно никакой. Новые соты, новый улей. Никакой химии. Слетает. В общем, эта версия тоже не подтвердилась. Никакого накопления химии, даже если оно есть в сотах. Ну, оно, конечно же, есть. Но на слет пчел это никак не влияет. То есть это ересь из ереси. Следующая версия, которой я очень заинтересовался и считал ее очень перспективной, это вырождение пчелосемей, то есть вырождение генофонда маток, потому что матки и пчелиные семьи живут в одной и той же местности, соответственно, со временем все пчелы, все пчелиные семьи между собой становятся родственниками, ближними, дальними, но все равно все это перепутывается, эти матки спариваются с трутнями из чужих семей, а семьи постоянно находятся на одном и том же месте. В общем, рано или поздно действительно произойдет такая штука, когда все семьи друг другу, внучатые племянники, кумовья, братья, сватья, действительно оно так и есть. Если взять старую советскую нормативную литературу, то там было написано, вот только не помню по годам, то ли 3 года, то ли 5 год, раз в 3 года или раз в 5 год, не помню. Надо завозить на пасеку 10% от семей нового генофонда. Это действительно в советской литературе черным по белому написано. Чтобы избежать вырождения генофонда пчелиных семей, каждые 5 лет завозить на пасеку 10% пчелиных семей чужого генофонда. Ну и к тому же встретил я подробную статью в германском каком-то издании, где тоже расписывался этот, скажем так, маневр. И тоже утверждалось, что вырождение генофонда маток приводит к тому, что пчелиная семья начинает деградировать и, соответственно, в местности не остается пчел. То есть начинается падеж пчел, пчелы исчезают, слетают и полная катастрофа. В общем, за это дело я взялся серьезно и основательно. Что я сделал? Я из чужих пасек. Одна пасека была 80 километров от моей, вторая пасека была, по-моему, больше даже, чем 240 километров от моей. Я завез пчелиные семьи. Не просто маток, а целые пчелиные семьи с ульями. Понятное дело, что мои пчелы на расстоянии 80 километров, тем более 200 с лишним, не летают. Абсолютно новый чужой генофонд. Эти пчелы моим пчелам точно не родственники. От этих семей привезенных я выводил маток, которые подсаживал в свои семьи, делал отводки от своих семей, но на маточники этих привезенных семей. Ну, то есть давал моим пчелам абсолютно новый генофонд. И вот у меня на конец сезона, к осени, получилось 3 типа семей. Полностью мои семьи, мои старые пчелы с моими старыми матками, то есть старый генофонд. Мои старые пчелы с новыми матками, то есть с новым генофондом. Мои новые пчелы с новыми матками, то есть новый генофонд вообще ничем не разбавленный. Слетали мои пчелы старые со старыми матками, старые пчелы с новыми матками, новые пчелы с новыми матками тоже слетали. И, в общем, вся эта затея разбилась об этот эксперимент. Из чего я сделал вывод, что генофонд никак не виноват. Привозите новых маток, не привозите новых маток, семьи можете новые привозить. Все равно будут слетать. Дело не в генофонде, дело в чем-то другом. И пошел я, значит, искать чего-то дальше. Опять же, очень сильно расстроен. Опять же, ищу информацию. Тут мне рассказывают воровство. Воровство, выбиваются пчелы. За воровством я начал пристально следить, не допускать, но пчелы все равно слетали. Воровство оказалось тоже не виноватое. Единственное, что подтвердилось, это то, что при теплой осени действительно приходит ослабление некоторых семей. Связано это с тем, что пчелы начинают делать пчеловылеты, то есть вылетает из улья на поисках корма, когда погода уже холодная. И вот случается, что эти пчелки полетели за медом днем, тут резкое похолодание, они там бедные в поле и померзли. А некоторые пчелки забиваются в такие стайки и пробуют выжить. У меня есть это видео, я его, наверное, скоро выложу, как пчелки спасаются от холодной погоды. И я за этими пчелками наблюдал, которые оставались в поле, оставались у меня в теплице, сбивались в кучку, висели где-то в уголку и пробовали выжить. И вот это я действительно могу подтвердить. Действительно, с похолоданием, если пчелы продолжают летать, действительно проходит некоторое ослабление семей, потому что пчелы летят, там холодно, они там гибнут. И вот уже в этом году и в прошлом году я экспериментировал то, что когда заканчивается медосбор,
я пчелам сверху ставлю кормушку, чтобы у них было где брать мед, чтобы они меньше летали. И я вам скажу, что это приносит свой эффект. Ослабление пчелиных семей осенью, а я нахожусь на юге. И это проблема именно южных пчел, потому что у северных пчел там погода меняется резко, тепло-тепло, сразу холодно, там этой проблемы нет, пчелы не шастают. То у нас на юге это очень большая проблема, потому что у нас тепло-тепло, потом холодно, потом опять тепло-тепло, холодно, потом тепло-тепло, заморозки. И вот в этот период пчелы вылетают и начинают замерзать. То есть происходит ослабление семей. Эффект положительный, эффект есть, но дело в том, что это не решало слета семей общего. Таким методом решилась другая проблема, то есть проблема ослабления пчелиных семей осенью, но не решилась проблема слета. И вот подошли мы к последней версии, которая самая распространенная среди пчеловодов. Почему пропадают пчелы осенью? Это клещ ворова. Вот этот самый подлый, страшный, могучий клещ, который губит семьи. И с этим клещом надо неустанно бороться осенью, весной, летом. И еще даже ограничивать матку в августе, чтобы она не откладывала яйца, чтобы этот весь клещ передох, потому что там есть летняя популяция, есть зимняя популяция. И, в общем, пошло-поехало целые теории. В общем, сразу скажу, клещ не виноват. Теперь расскажу о своих экспериментах с этим клещом. С клещом у меня, конечно, была битва. И я проводил с ним эксперименты 2 года, потому что за 1 год у меня не получилось. Что я делал? Я делил пасеку, опять же, на части. Если точно, делил на 3 части. Одну часть пасеки я обрабатывал, как и раньше, бипином осенью, больше никаких действий не производил. Ну, бывает, еще там поставлю им суши на отстройку, они там отстроят трутневые ячейки, матка засеет, там трутневый расплод, этот трутневый расплод вытянул вместе с клещом и отдал ежику на съедение. Вторая группа ульев — это семьи, где я боролся с клещом и осенью, и весной, и на протяжении лета. И эти полоски у меня не вытаскивались из улья. Целый год там стояли. И бипином я их поливал. И, в общем, там клещу шансов выжить не было в этих семьях. Но эти семьи все равно слетали. Третья группа ульев — это мои камикадзе, у которых я с клещом вообще никак не боролся. Ни весной, ни осенью, ни на протяжении сезона. Никаких полосок не ставил, никаким бипином не лил. И даже трутневый расплод у них не забирал. Вот пусть этот падла-клещ размножится как можно больше. Это у меня были такие фермы специально для выращивания клеща ворова. То есть размножал я его всяческими способами. И да, должен сказать, что заклещеванность семей, если с клещом ворова не бороться, она действительно повышается и повышается сильно. Если семьи, где с клещом борешься, на пчелках этого клеща не видно, то в этих семьях клещ сидел буквально на спинах у пчел. Я не могу сказать, что он сидел у каждой пчелы, но его было видно. То есть было видно, что семья заклещеванная. Значит, что по нормам заклещеванности? Если смотреть сейчас современные статьи по клещу ворова, ну и смотреть, соответственно, на ютубе всякую ересь, там расскажут, что заклещеванность семьи выше 2%, это уже алярм, это трагедия, это задница. Если взять старую советскую литературу, посмотреть в ней, то заклещеванность семьи до 10% ничем страшным не считалось. Больше 10% плохо, до 10% да и фиг с ним. Откуда я это взял? Потому что когда я первый раз снял это видео про то, что заклещеванность семьи на слет не влияет, мне там посыпалось в комментариях всяких плюшек. И начали писать, где ты взял про 10%? Отвечаю, я это взял в книжке «Пчеловодство», так оно и называется, «Пчеловодство», за авторством Мегедя. Кто такой Мегедь, если вдруг не знал? Это сродни Кашковского, это одно из светил пчеловодства. Товарищ Мегедь занимался пчеловодом на Украине не просто на пасеке, а на научно-исследовательской пасеке. Поэтому это была его профессия — проводить всякого рода эксперименты на пчелах. Так вот он в результате своих экспериментов и научных трудов, опять же, не просто пчеловод он был, а он был сильно умный пчеловод, научный пчеловод. Так вот, в результате своих научных изысканий он пришел к тому, что заклещеванность пчелиной семьи до 10% на жизнедеятельность семьи сильно не влияет. То есть влияние клеща тогда минимальное. И в этом я с ним полностью согласен. И в своих видео всегда рассказываю, что пчелиный клещ не заинтересован в том, чтобы погубить пчелиную семью. Потому что если погибнет семья, и он тоже не перезимует. А ему
Надо, чтобы пчела перезимовала, и он кровно заинтересован в том, чтобы пчелиная семья перезимовала и весной дала расплод и дала ему возможность тоже размножаться. Поэтому между пчелами и клещом возник такой симбиоз. В результате эволюции пчелы приспособились к клещу, а клещ приспособился к пчелам. И численность клеща в пчелиных семьях саморегулируется. Особенно это происходит в летный период, особенно при роении пчел. В общем, это очень-очень интересная тема и очень длительная, в этом видео рассказывать не буду. Те семьи, которые роились, заклещеванность их была гораздо меньше, чем те семьи, которые не роились, у которых применялись противороевые методы. Это я рассказываю про те семьи, которые вообще никак от клеща не обрабатывались. Вот те семьи, которые у меня не обработанные, пороились, в них заклещеванность была в разы меньше, чем те семьи, у которых были противороевые методы, которые не роились. Так вот, само роение, оно вызывает то, что численность клеща очень сильно уменьшается. Сам механизм я еще до конца не изучил, но подозрения у меня есть. И свои выводы я поэтому сделал. Так вот, все мои эксперименты свелись к тому, что все мои 3 группы пчел все равно слетали. И самое главное, что те семьи, которые от клеща не обрабатывались, у которых была повышенная заклещеванность, все равно успешно зимовали. Да, осенью, когда выходил последний расплод, по травке возле улья ползала пчелка с поврежденными крыльями. Ну, было видно, что клещ ее заел. Весной то же самое. По травке возле улья бегает пчелка с поврежденными крыльями. Клещ, видно, ее погрыз. Если брать последний расплод, вытаскивать личинок, то там на каждой личинке будет по 4-5 самок клеща. Я это все на видео тоже показывал, как я делал. Заклещенность в семьях была, я это признаю. Она действительно есть, действительно лишняя, но тем не менее. Семьи нормально зимовали. Это когда рассказывают, что клещ заел семью зимой, она от этого погибла. Так вот, от клеща семьи не погибают. Это я даже не знаю, насколько должна быть заклещенная семья, чтобы она зимой от него погибла. Опять же, можете со мной не соглашаться, я даже этого не жду, что со мной согласятся. Я даже знаю, что мне в комментариях там напишут, что я не прав. Но я опять же рассказываю с точки зрения пчеловода, у которого слетов больше нет. Я эту проблему для себя решил. А сейчас рассказываю то, какой путь я прошел, до чего я дошел и почему у меня пчелы теперь не слетают. А там в комментариях мне могут писать что угодно, мне это уже мало интересно. Я свою проблему решил. Значит, что я нашел? Что я устранил? Почему у меня пчелы перестали слетать? Кто виноват в слете пчел? В нашей местности, я не буду рассказывать о других местностях, потому что я работаю в нашей местности, я привязываюсь к нашей местности. В нашей местности виноваты осы. Они действительно пожирают ваших пчел. Действительно, вроде там по пасеке летает несколько десятков ос, но они тем не менее, этих ос намного больше, чем вам кажется. Если вы поставите ловушку на ос, то вы туда ее наловите, сколько будет позволять объем кормушки. Пригоните КАМАЗ с прицепом, поймаете КАМАЗ с прицепом дохлых ос. Пригоните состав железнодорожный, будет у вас железнодорожный состав. Так что не думайте, что если у вас по пасеке летает там 10-20 ос, то это мало. На самом деле их в округе немеренное количество, немеренное. И они способны, да, действительно способны осы вырезать вашу семью, где пчелы находятся в клубе, и там этих пчел десятки тысяч. Да, они способны вырезать десятки тысяч пчел. Эксперимент я проводил очень простой по этому поводу. Опять же, я закрывал литки в семьях, во всех. Осы в улей зайти не могли, стремились зайти, кружили вокруг литков, вокруг ульев, находились щели в крышках, через которые можно залезть внутрь улья. Я эти щели потом замазывал замазкой. То есть делал все, чтобы осы не могли проникнуть в улей никаким способом. И все мои пчелы оставались на месте. Ослабления семей не происходило. Но оставлял я некоторые семьи, я тоже на видео снимал. Оставлял я семьи по 4 рамки, ну то есть такие небольшие отводочки. Специально для того, чтобы посмотреть, что с ними сделают осы. Открывал им литочек на проход 1-2 пчел, потому что там в комментариях опять пишут: если семья достаточной силы, она отобьется от ос. Не отобьется, я вам сразу говорю, не отобьется. Она будет от ос отбиваться ровно до того момента, пока пчелы активные и не в клубе. Тогда они действительно охраняют литок, отгоняют ос и даже убивают ос. А вот когда придут холода, пчелы собьются в клуб,
они впадут в такое состояние типа анабиоза, типа сонные начнут, еле лапками шевелить. Вот тут осы начнут беспрепятственно заходить в улей, потому что температура на улице низкая, пчелы не летают, пчелы сбились в клуб, пчелы греются, им холодно, а осы при низких температурах летают очень хорошо. И леток никто не охраняет. И вот в это время, а это время как раз таки наступает в конце октября в нашей местности, в ноябре месяце, вот как в этом году очень теплый ноябрь, и осы летают по пасекам еще до этого времени, я их вижу, они тоже кружатся вокруг ульев. Так вот, осы заходят беспрепятственно в улей, воруют мед и воруют ваших пчел. Почему они воруют ваших пчел? Дело в том, что у ос белковое голодание, они пыльцы не собирают. В нормальное время, когда есть какая-то живность на улице, они убивают там мух, червячков, всякую живность, поедают ее и там берут себе белок, потому что осы это хищники. Когда приходят холода, вся эта живность на зиму прячется по щелям, под землю, куда угодно, но осы найти их не могут. И вот тогда они начинают штурмовать улья. И вот почему слеты пчел как раз попадают на то время, когда начинает холодать. Потому что это время как раз таки этих желтых позорных волков, ос, которые уничтожают семьи. Так вот, мои отводочки, которые я оставил им на съедение, по 4 рамочки, буквально за 1-2 недели уменьшались ровно вдвое. Оставалось там 1-2 улочки пчел. А 2 улочки пчел, то есть полкилограмма пчел, осы съедали и выносили бесследно из улья за 1-2 недели. Никаких следов при этом нету, кроме одних. Я обратил внимание на то, что если семья слетела, то, как правило, на дне улья находятся запчасти от пчел. Валяются отдельно крылья, валяются отдельно лапки и головы отдельно, а самих тушек пчел нету. Почему так происходило? У меня на канале есть видео, оно, конечно, страшное и жестокое, и не для маленьких детей, как оса разделывает тушку еще живой пчелы. Поймала пчелу, пчела еще шевелит лапками, она отгрызает у живой пчелы голову, отгрызает крылья, отгрызает лапку, тушку забирает и с ней улетает. И очень часто осы с этой тушкой садятся на какую-то ветку и начинают поедать эту тушку пчелы. То есть вытягивают из нее белок, который есть у пчелы, который пчела накопила на зиму. Они подходят к клубу, там, где пчелки уже еле шевелятся, берут живую пчелу, убивают ее на дне улья, разделывают как свинью, забирают тушку и выносят ее из улья. Иногда они убивают пчелу в улье, вытягивают ее из улья и разделывают либо на прилетной доске, либо отлетает от улья подальше. Одна оса прилетела, забрала пчелу, улетела, тут же прилетела другая. И вот так целое время, начиная с раннего утра и до позднего вечера. Особенно по утрам они летуют и вечером. И вот им буквально хватит 2-3 недели для того, чтобы выжать и вырезать всю вашу семью. И пчел унести из улья бесследно. Вот поэтому вы открываете улей, там дохренища меду, потому что осам он уже не надо. Если взять книжку по пчеловодству, открыть раздел «Вредители пчел», там есть вредители осы. Что они делают? Они забирают мед у семей и могут забрать до 50% кормовых запасов. Так написано в книжке. Но в книжке по пчеловодству нигде не написано, что оса забирает саму пчелу и поедает ее белковое тело. Может, что-то в природе поменялось, я не знаю. Но тем не менее, я у себя на пасеке это неоднократно наблюдал, не 1 год. Я это наблюдаю постоянно и постоянно это снимаю на видео. Тут надо сказать, что я, конечно, сам был в шоке и не сразу в это поверил. Поэтому пришлось мне проводить ряд экспериментов вот с этими отводками, которые я отдал осам на съедение. Я их проверял каждый день, следил, как они себя ведут. Действительно, их поедают осы. В общем, такие вот результаты моих экспериментов. В своих изысканиях я пришел к тому, что никакого коллапса пчел нету. Никуда пчелы не слетают. Их действительно вырезают осы. Вырезают и уносят, самое главное, с собой. Поэтому в ульях пчел не остается. Против ос я начал применять то, что когда у меня холодает, я вижу по прогнозу погоды, что будет холодно, значит пчелы собьются в клуб, а осы еще будут летать. Я закрываю просто литки в ульях наглухо. Осы не могут проникнуть в улей, сидят на литках, но зайти туда не могут. Пчелы остаются живы. Все на месте, все зимуют, ни одного слета нет. Когда приходит погода теплая, ну бывает у нас оттепели там по 12 градусов, по 13 случается, я открываю литочки, чтобы пчелы могли облетаться. Облетались,
Смотрю по прогнозу погоды, опять будет холодно, значит пчелы опять собьются в клуб, перестанут охранять литки, я эти литки закрываю. И все, эту проблему слета пчел я для себя решил. Ни одна семья у меня на протяжении 3 лет последних не улетела, в то время как у соседей улетают пачками. Ну, на самом деле, как я уже сказал, они не улетают, их просто вырезают осы. Такие вот дела. Ну, а сегодня было вот такое вот видео. Кому понравилось, ставим лайк, кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. Не забываем передавать привет моим мохнатым чудовищам. На этом буду заканчивать. Если будет желание выслать мне слиток золота, высылайте по известному адресу.